В предыдущих сериях мы забросились в зону ночью, дошли до колхозного двора села Стечанка, где исследовали окрестности и заночевали в коровнике. На следующий день посетили кладбище техники Буряковка и дошли до дома под Припятью. После ночных приключений в Припяти и дня отдыха мы исследовали станцию Янов и ее окрестности, и после направились в Припять, чтобы исследовать ее центр. Сделав промежуточную стоянку на ЗРК «Волхов», мы выдвинулись в сторону городка Чернобыль-2. Исследовав городок и не найдя вход в заветный бункер, мы заночевали в местном отеле Пэрис Хилтон, чтобы утром подняться на дугу. 4 утра. Готовимся к самому важному моменту. Вот мы только проснулись и сейчас собираем свои вещи. Тут мы ничего, конечно, не оставим, спрячем все в лесу, чтобы, когда мы слезем, быстро отсюда убежать и уже не возвращаться на эту хату. Довольно-таки холодное утро. Ну, я бы добавил себе еще тут холодный мало. Ну, в марке 2 бутылки есть. Ну, когда это только? Цель близка, как никогда. Следующий пошел, давай. Как ощущения перед историческим залазом? Ну, ты знаешь, мне не то чтобы страшно, но такой мандраж, потому что я очень долго к этому шел. Я еще со своего первого похода, когда издалека увидел дугу, у меня появилась мечта забраться на нее. И после того, как я ее покорил несколько раз, я понял, то, что я хочу залезть по ее самому сложному участку, а именно по тонким струнам. И сквозь года я видел это во снах, и сейчас хочу выполнить свою вот такую вот маленькую, возможно, большую мечту. Давай, тебе удачи, мы полезли. Увидимся Всё. наверху. Ребята, Вадим уже начал лезть, а я остался один. У Гагарину помешала травма колена, а бобер просто физически не вытянул. Я думал, будет страшно, но не так тяжело именно физически. Руки, вот я половину где-то пролез, руки капец уже забитые просто. Ну надо долезть до верха. Ладно, буду пробовать. Вадим, походу, залезет раньше, чем я наверх, по тросам, чем я по лестнице. Там, наверное, плохо видно. Вон Вадим лезет по вот этим вот тросам. Фу. Я вот думаю, может, я просто жирный тюлень, что мне так тяжело лезть. Вес дает о себе знать, 110 килограмм. Фу. Или может просто надо было лучше руки в зале тренировать. Фу. До осуществления мечты и самого красивого рассвета в моей жизни остался один пролет. Ветер просто нереальный. Ну и рассвет будет
просто нереальный. Собрались силами и в последний рывок. Выходит солнце. В этот момент выходит солнце. И я на вершине. Это была моя главная мечта в Чернобыльской зоне отчуждения. Это невероятно красиво. После такого тяжелого подъема этот ветер, это как благословление на фоне этого рассвета. А тяжесть подъема добавила этому событию еще немного ценности. Короче, что я вам скажу, ребятки. Никогда не повторяйте такую херню. А? Давай пятюню. Мы это сделали и выполнили, наверное, все, что было задумано в Чернобыльской зоне. Поэтому вернемся ли мы сюда обратно, это большой вопрос. А пока на этой вершине мы ставим большую жирную точку. Все, дождь начинается, надо слазить. Начинаем слазить. Успеваем их позже, даже дождь начинается. Уже начали слазить. Друзья, чтобы вы не думали, что это легко, я сейчас слажу, я рук уже не чувствую, я еле держусь за лестницу. Поэтому, если у вас вообще нет никакой физической подготовки, даже не думайте сюда лезть. Прием. До связи. Повтори. Когда слезем, в какую сторону бежать? Мы напротив вас как раз. В зеленке. Принято. Я уже слез практически до самого низа. Сижу на первом этаже и жду Толяныча, чтобы вместе убежать в лес. Вроде бы, я так смотрю, никого не вижу, никого не слышу. Поэтому я надеюсь, что как только мы ступим на землю, за нами никто не рванет из ближайших кустов. Очень на это надеюсь. Вот мы и на земле. Как тут было? Тихо внизу. И вон там было движение и машина.
Толян еще уже слазит. И сейчас будем отсюда уже сваливать. Мало ли, вдруг какой-то запал. Запал не было. Не, ну, нас могли увидеть. Ты ж прикинь, как мы как на ладони были. Ну шо, как впечатление? Блять, впечатление мне вообще хорошее. Но руки слабоваты, блядь. Основная цель похода выполнена. Теперь нам осталось пройти 25 километров и выброситься сегодня без протокола. Это будет самое лучшее прощание с зоной. Уже второй поход мы тестируем самодельный вариант сублиматов, ну, а-ля харчи, Джеймс Кук. Мы покупаем, в данном случае я приведу пример. Это гречневые хлопья, которые можно купить в любом магазине. Овощи, фарш, высушенные с помощью сушилки. Таким образом, получается и порция больше, и вкуснее, потому что в покупных сублиматах и вот этих готовых блюдах мяса практически нет, овощей мало и намного дешевле. Единственное, что нужно, это купить сушилку и потратить на это немного времени. И еще плюс в том, что вы знаете, что вы туда ложите. Вы можете высушить любые овощи, можете высушить фрукты, сделать такую овсянку. Так что берите на вооружение. Блядь, почему, сука, там солнце, мы, сука, в тени сидим? То, что, блядь, солнце жарит там, а тут тень. Блядь, у меня нос аж холодный, блядь. Приложи его так до чаши. Друзья, под прошлым походом некоторые комментаторы писали, чего вы, мол, так боитесь, чего вы так шугаетесь, чего вы каждого шороха шарахаетесь. Объясняю. Можно, конечно, не шарахаться, но мы живем далеко. Мы с Гагариным в Одессе, вот Вадим вообще в Мариуполе. И все мы работаем. У нас есть возможность ходить в зону примерно 2 раза в году. И представьте себе ситуацию. Мы ведем себя не так осторожно, как обычно. И, допустим, через 2 дня, где-то еще мы даже, допустим, не дошли до Припяти, ведем себя шумно, неосторожно, и нас пакуют. И на этом наш поход заканчивается. Обратно мы уже не забросимся, мы поедем домой. Получается, в следующий раз в зону сможем попасть. В лучшем случае через полгода. Вот поэтому мы ведем себя так тихо. А еще при этом... Стоп. Давай. Я говорю, а еще при этом, даже если мы в холостую скатались вот так, то для нас это, в принципе, нормальные финансовые растраты. Потому что мы много чего подкупаем в зону, постоянно какую-то снарягу, топливо. И мы закинулись, нас приняли, выкинули из зоны, а мы там каждый на несколько сотен потеряли, полиняли. Ну, естественно, не гривен. Тоже как бы неприятно. В этот раз пошел в зону не в ботинках, а в кроссовках Лова. Должен вам сказать, разница чувствуется, естественно, в лучшую сторону. Я до этого боялся идти в кроссовках по той причине, что много мест, где можно подвернуть ногу. Но, как показывает практика, кроссовки хоть и хуже держат голеностоп, но все-таки его держат. И за весь поход у меня не было ни разу такого, что я вот был прям на грани вывиха или нечто подобное. Нифига себе, если дождь застал на 3.
А это крутое место, это ментовские беседки. Здесь они отдыхают, жарят шашлычок, выпивают прямо возле реки. Местяк вообще крутейший, конечно. Сталкеры тоже иногда здесь отдыхают, но здесь велика вероятность спалиться. Для моих уставших ног, натертых мозолей, это просто райское наслаждение сейчас. Друзья, напомню для всех жителей Украины, что в описании есть крутой промокод на 15% скидку, который вы можете использовать в моем интернет-магазине кожаных аксессуаров. Таким образом, вы не только получите хороший товар с хорошей скидкой, но и поддержите в развитии меня и мой канал для будущих путешествий. В 500 метрах от колючей проволоки увидели что-то белое блестящее. Блядь, тут что-то есть. В смысле? Походу машину увидели. Там походу засада стояла в конце дороги. Почему бежали после того, как вышли из зоны? Потому что в теории, если бы там была засада и они нас догнали или выехали бы на перехват, могли бы взять за жопу. То есть, допустим, протокол бы, может быть, и в итоге и не выписали бы, а вот время бы пару часов точно бы забрали. Поэтому на всякий пожарный немножечко пробежались. А вот, друзья, что значит, когда зона помогает. Смотрите, вот полностью, ну не полностью, но вот над тем путем, где мы шли, над дугой, огромный ливень. А мы ушли сухие. Друзья, вот и закончилось наше приключение. Вышли мы нормально. Посетили, к сожалению, не все локации, которые планировали, но с другой стороны мы выполнили все главные цели похода и поставили для себя точку в вопросе Чернобыльской зоны. Но на этом наши приключения не заканчиваются. Впереди вас ждет еще более увлекательное приключение. Буквально через 2 дня мы с Вадимом улетаем в Казахстан, где планируем проехать полстраны на товарных поездах, изучить страну, людей, культуру, обычаи, попробовать местную кухню. Мы будем нелегально проникать в вагоны товарных поездов. Скорее всего, часто убегать от охраны и полиции, спать где попало, питаться чем придется. И, конечно, мы планируем проникнуть на Байконур и своими глазами увидеть запуск ракеты. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на мой канал и на канал Вадима, срочно исправляйте это недоразумение и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход серии с Казахстана. Благодарю всех, кто смотрел этот поход. Надолго не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.